Привет, мои творческие друзья! Я не любитель единого стиля, так как люблю разнообразие. Но в этот раз в качестве эксперимента решился все-таки на такой шаг, и если вы подписаны на мой инстаграм, то наверняка обратили внимание, что последнее время я обрабатываю в единой стилистике. Я очень часто посещаю различные города и страны и просто обожаю улицы, дворики, дороги. Мне очень импонирует и тихий уютный колорит европейских дворов, и шум, пестрота азиатских улиц, и урбанистический дизайн современных мегаполисов. И именно такая тонировка, которую мы сегодня с вами будем делать, очень удачно ложится на городские сюжеты. Да и другие жанры при небольшом добавлении в палитру дополнительных тонов и красок к этому новому пресету дает очень интересный результат. Как можно охарактеризовать такой стиль обработки? Я его назвал стиль Blue and Peach, что в переводе означает стальной синий и персиковый. Почему стальной синий? Небольшая справка. Американский институт цвета Pantone выбрал главный тренд следующего года. И цветом 2020 года стал классический синий, а называют его в Пантоне вневременный и неизменный оттенок синего. Это такой цвет неба в сумерках, который символизирует спокойствие, уверенность и соединение. Он подчеркивает стремление к надежной и стабильной опоре, считают в Pantone. За последние пару лет мы уже пережили засилье ультрафиолетового и всех его оттенков в 2018 году, живого коралла в 2019, а теперь эксперты назвали и главного фаворита 2020 года. Им стал классический синий, Classic Blue. Цвет под номером 19-4052. Этот цвет элегантный в своей простоте, и сомневаться в этом точно не приходится. Так вот, я за базу взял Classic Blue, смешал немного с другими оттенками синего и получил дополнительно несколько оттенков такого синего цвета. И если классический синий я чаще использую на небе, то на тротуарах, стенах, асфальте, одежде людей мне нравится именно стальной синий. Ну, еще в пасмурную погоду или в сумерках мой синий из стального превращается в сизый. Ну а персиковый цвет в цветах, он может быть от нежно-бежевого до красно-оранжевого. Очень гармонично сочетается с таким синим во всех его проявлениях. А для тех, кто хочет скачать пресет, необходимо внимательно смотреть видео для того, чтобы получить пароль на скачивание пресета. Пароль состоит из 4 цифр. Во время воспроизведения 2 раза всплывет подсказка. Первая подсказка будет содержать 2 первые цифры пароля. Вторая подсказка – вторые 2 цифры пароля. Если вы сейчас немного не поняли, что я сказал, то инструкция для того, как узнать пароль, будет находиться под видео. Наверное, я вас уже утомил своей болтовней, поэтому переходим к практике. Итак, друзья, цветокоррекцию я предлагаю начать вот с этой фотографии. Почему? Потому что, на этом снимке есть все. Зеленый, желтый, немного красного, синее небо. То есть, все те цвета, которые нам нужны. Но для начала мы приступим к базовой обработке. Итак, добавляем немного контраста. 10, я думаю, будет достаточно. Цвета уводим полностью влево. Минус 100. И у нас сразу проявляется небо. Тени уводим вправо, где-то примерно на 90. И мы сразу получили снимок с широким динамическим диапазоном. Двигаемся дальше. Точку белого понижаем примерно на минус 10, минус 20. Все будет зависеть от вашей фотографии. И точку черного где-то выставляем минус 50. Добавляем в текстуру 25. Немного добавим четкости 5. Давайте насыщенность мы сделаем минус 30. А сочность где-то примерно плюс 30, плюс 40, плюс 50. Все будет зависеть от вашего изображения. Так, отлично. Идем дальше. Поработаем с кривой. Для начала мы добавим контрастности за счет канала RGB. Зафиксируем среднюю точку. В темных цветах немного опустим изображение. Далее крайнюю светлую точку немного опустим. А в средних участках немного приподнимем. То же самое проделаем с точкой черного. Немного приподнимем ее. Вот такой замечательный контрастный снимок мы получили. И двигаемся дальше. Переходим в панель HSL Color. И будем работать с цветом. Итак, для начала поработаем с цветовым тоном. Сделаем красный потеплее, ставим плюс 5. В оранжевый добавим красного, сделаем минус 25. В желтый добавим оранжевого, побольше, минус 40. Зеленый уведем в сторону желтого, минус 55.
Аквамарин ставим плюс 75. Синий минус 15. Вот такие ровные и красивые значения у нас в этом пресете. Так, пурпурный минус 50. И маджента плюс 50. Так, переходим в насыщенность. Красный минус 30. Оранжевый минус 5. Желтый минус 50. Зеленый минус 35. Аквамариновый минус 70. Синий минус 55. Пурпурный минус 30. И маджента минус 30. Так, в яркости мы ничего не будем трогать, кроме синего. Синий поставим минус 10, сделаем его потемнее. Но вы будете его регулировать в зависимости от вашего изображения. Так, к тонированию мы перейдем немного позже. Сейчас давайте мы пройдем пока в детализацию, добавим немножко резкости. Смотрите, чтобы у вас не было шумов. Если что, настраивайте этот параметр под ваше изображение. Значение я сделаю 50. Радиус сделаю чуть меньше. 0,9. И детали ставим 50. Маскирование поставим 25. Все, с детализацией мы закончили. Так, открываем коррекцию объектива. Ставим галочку, если у вас не стоит, удалить хроматические аберрации. Включить профиль коррекции. Так, далее переходим в эффекты. Сделаем небольшую виньетку. Верхнее значение ставим минус 5. Центральную область 40. Округлость минус 70. Не обязательно виньетку делать, как у меня. Делайте по своему вкусу. Растушевку поставим 55. Добавим немножко зерна. 7. Этого будет достаточно. Его будет практически не видно, но это добавит дополнительной резкости в изображении. Так, с эффектами все. Переходим в калибровку, и с нее мы начнем постепенно тонирование. Цветовой тон в синем канале ставим минус 25. Теперь переходим в тоновую кривую, в красный канал. Закрепляем среднюю точку. Смотрите, чтобы она не сдвинулась. Закрепляем средние светлые тона. Теперь цепляемся за среднюю точку в темных тонах. И двигаем совсем чуть-чуть на такое малепусечное расстояние. У вас должна получиться вот такая вот примерно кривая. С зеленым работать не будем. Нам нужен синий. Закрепляем в середине. Закрепляем середину в светлых тонах. Теперь идем в самый низ синий кривой. И самую нижнюю точку двигаем немножко вверх. Примерно вот так вот. Добавим точку примерно вот сюда. И добавим точку вот сюда. И также подвинем ее чуть-чуть еле заметно вверх. Давайте самую нижнюю можно поднять немножко еще. Совсем чуть-чуть. Вот так вот, я думаю, будет достаточно. Так, с тоновой кривой, пожалуй, все. Переходим в раздельное тонирование. Давайте тени поставим 212. Это у нас цветовой тон. И 5 насыщенность. Теперь переходим в цвета. Тон делаем 35. И насыщенность 10. Вот такой вот базовый пресет мы с вами получили. Давайте мы его запишем. Переходим в пресеты. Создать пресет. Кликаем выбрать все. Теперь снимаем баланс белого. Экспозицию. Уберем на всякий случай градиентный радиальный фильтр. Снимем галочку «Трансформация». Присваиваем название нашему пресету. Итак, стальной синий и персик. Создать. Теперь этот снимок необходимо немножко доработать. Давайте перейдем в основные настройки. Давайте поработаем сначала с температурой. Добавим немного экспозиции. Добавим немного сочности. Добавим немного насыщенности.
Теперь перейдем в HSL. И чтобы у нас заиграло небо, добавим в этом снимке немного синего. И синий сразу поменял настроение в кадре. Здесь можно наложить градиент. Правую часть снимка сделать не такой светлой. Давайте уведем цвета, немножко экспозицию. И добавим текстурки. Теперь давайте посмотрим, какая фотография была до обработки и какая стала после. По-моему, превосходный результат. Давайте посмотрим, как пресет будет обрабатывать другие фотографии. Абсолютно разные. Ну, сейчас у нас зима. Правда, зима такая странная в этом году. Давайте посмотрим, как пресет работает на снежных снимках. Как он исправляет снег. Итак, добавляем наш пресет. Идем в базовые настройки. Повышаем слегка экспозицию. Черные можно убрать немножко левее. Тени я бы тоже немного прибрал. Вот таким вот образом. И снимок, мне кажется, необходимо сделать чуть-чуть потеплее. Пожалуй, этого будет достаточно. Итак, смотрим до-после. Вот такая фотография была слева. И вот такую мы получили. Так, еще одна зимняя фотография. Вот такой вот пейзаж. Так, применяем наш пресет. Делаем чуть-чуть поярче экспозицию. Делаем снимок чуть-чуть потеплее. И получаем вот такой замечательный результат. Итак, смотрим. Было, стало. Так, идем дальше. Вот такая фотография. Применяем пресет. Отлично. Тут можно сделать просто чуть-чуть потеплее. Ну и также я бы сюда добавил бы немножко синевы в небо. Вот таким вот образом. Замечательно. Идем дальше. Вот такая фотография. Применяем пресет. Добавим сюда немного синего. Сделаем его немного потемнее. Насыщенность даже лишняя здесь. Так, фотография слишком светлая. Подвинем немного экспозицию влево. Теперь поработаем с температурой. Так, отлично. Смотрим, было, стало. Так, двигаемся дальше. Вот такая интересная фотография. Применяем пресет. Выравниваем синий цвет. Делаем фотографию чуть-чуть потеплее. И экспозицию здесь я бы немножко убрал. Но тени бы немножко подвинул. Так, давайте посмотрим еще оттенок в температуре. На этом снимке я бы еще поработал с RGB. Вот так вот неплохо. И еще все-таки немножко синего, мне кажется, нужно добавить. Вот так вот. Отлично. Смотрим, было, стало. Идем дальше. Вот такая фотография. Применяем пресет. Делаем снимок посветлее. Здесь бы я, наверное, сделал бы его чуть-чуть похолодней, чтобы в тенях получить больше синего. Так как вокруг очень много оранжевого и серого, то синий даст очень хорошую, приятную балансировку цветов в кадре. Чуть-чуть теплее прям. Вот так вот. Отлично. И прям капельку синего. Отлично. Так, смотрим, было, стало. Давайте посмотрим, как пресет обработает пейзаж. Здесь фактически два цвета. Это зеленый и синий. Применяем пресет. Вот такой интересный снимочек мы получили. И можно его сделать немного потеплее. Так. Посмотрим, что будет, если мы будем прибавлять синий. Ну, немного добавить можно. Может быть, зеленый? Давайте попробуем поработать с зеленым. Да, можно совсем немножко добавить сюда зеленого. И еще в этот снимок я немного добавил бы желтого. Вот так вот. Ну что ж, очень даже неплохо. Смотрим, результат было, стало. Дальше у нас идет ночная фотография. Применяем пресет к ней. Как этот пресет отрабатывает ночные снимки, я, честно говоря, просто в восторге. Вот такой снимок мы получили. Повышаем экспозицию. Сделаем чуть-чуть похолоднее. Тени я здесь уведу немного в минус. И давайте посмотрим, было, стало. Ну, как вам результат?
Так, идем дальше. Теперь у нас есть фотография, на которой практически отсутствует цвет, за исключением некоторых вот элементов купол церкви, вот здесь вот красные украшения, но это все далеко и незаметно. Давайте посмотрим, как пресет ляжет на эту фотографию. Применяем пресет. Сразу, что мне здесь бросилось в глаза, это излишек фиолетового, и поэтому мы оттенок в температуре подвинем немного влево. Также я снимок сделаю чуть-чуть холодней. Тени здесь можно сделать повыше. Отлично. Посмотрим, было-стало. Было-стало. Еще у нас одна фотография. Тоже пасмурный день. С цветом беда. Все тускло. Ну, давайте применим пресет. Применяем пресет. Вау. Посмотрите, какой красивый асфальт становится. Экспозицию здесь трогать не буду. Приподниму немного тени. А точнее, уведу их до конца на плюс 100. Так, давайте поиграемся температурой. Я повышаю температуру до такого состояния, чтобы асфальт не был уж совсем синий, потому что это неестественный. А вот такой вот цвет, когда синий разбавляется теплым цветом за счет температуры в балансе белого, получается очень интересный и красивый результат. Посмотрим, было-стало. На этом, друзья, все. Полученный пресет скачиваете по ссылке под видео. Ну и, как всегда, пожелаю вам отличных сюжетов, замечательных фотографий и больше поклонников вашему творчеству. До новых встреч! I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me